Представьте, что вы оказались в мире, где для вас больше нет будущего. К такому исходу могло привести любое событие. Это в данный момент не столь важно. Вы ощущаете себя дискомфортно. Вы впадаете в истерику, отчаяние, печаль. Кажется, что уже никто не обнадежит, не скажет, что все будет хорошо. Стоит лишь пережить это время и идти дальше. Однако задумайтесь, как вы поступите при подобных обстоятельствах? Готовы ли вы закончить ваше путешествие или попытаться бороться до конца? Хотя нет, задумайтесь вот еще о каком интересном тезисе. Вы точно помните, что это ваша первая возможность закончить жизненный круг? Я, конечно, не настаиваю и не хочу завести вас в сомнение о концепте протекания жизни, но все-таки попробуйте вспомнить что-то из начала. Не можете? Тогда позвольте представить вам следующую теорию. Вы не в первый раз стоите перед подобным выбором и не первый раз выбираете дальнейшее действие. Ведь рано или поздно все мы придем к одному итогу, к концу. А что будет дальше? Дальше начнется отсчет заново. А как иначе? В том и состоит суть окружности, что она не обрывается, а идет своим вечным ходом. Каждый раз начинается новый цикл. Вроде по похожей структуре, но ведь какие-то вещи должны измениться. Ведь что-то должно выдавать себя. Давайте попробуем разобраться. Доброго времени суток, у микрофона Артур. Это третий ролик истории серии Armored Core. Как именно From Software смогли продолжить франшизу в новом поколении и каковы оказались изменения, сегодня и узнаем. После выхода Another Age конвейер по разработке новых частей сериала не смел останавливаться. Только перед разработчиками в этот раз всплыл ряд вопросов. Видите ли, первое и второе поколение отличаются кардинально, как по визуалу, так по механикам. База остается той же, но при взгляде на этих двух представителей складывается впечатление, словно это 100% разные тайтлы. From Software добились немалых успехов при создании Armored Core 2 и Another Age. Игры выдавали неплохую картинку, шли в стабильных 60 FPS с отличной дальностью прорисовки. Визуально удивить уже вряд ли получится, остается лишь полировка мелочей. В геймплейном плане второй ген уже скакнул достаточно далеко от своих предшественников. Появились необходимые ранее функции, как отдельный тест сборки, дотошная модификация робота, развитие двух отдельных режимов в рамках одной игры – миссий и арена. Another Age, конечно, забила на данный концепт, но все же идея была реализована. В сюжетном плане получилась метафора на актуальный в любое время тезис: кто быстрее уничтожит Землю, человек или его порождение. Это была во многом взрослая история, хоть с банальными диалогами, однако важным подтекстом, который мог удивить и даже напугать. Ведь финальный твист двойки не так уж далек от реальности, подобная история вполне может случиться в обозримом будущем. Человек вечно стремится за амбициями, но не факт, что эти желания будут угодны остальным. Возродится конфликт, в рамках которого люди начнут творить хаос, лишь бы остаться правыми. Даже машины не останутся в стороне, ибо в стремлении угодить человеческим идеям, они в конце концов собьются с собственных директив и станут учинять тот порядок, который по объективной логике должен привести мир в покой. Любой ценой. Авторы поставили прошлыми итерациями достаточно высокую планку, пробить которую еще предстояло. Каковы же оказались действия со стороны From Software? Удивитесь, но они начали все заново. Именно здесь произошли первые изменения в общей сюжетной линии. Armored Core 3 перезапустил всю историю. Таким образом, теперь у нас есть арки первых двух поколений и третьего поколения. Поверьте на слово, это не последние изменения в угоду будущим проектам. Из данной части начнется самая настоящая путаница в хронологии и контексте. Но эта проблема пусть пока повисит фоном, а сейчас давайте вернемся к Сабжу. В 2002 году вышла следующая часть серии. Тот год примечателен еще и тем, что PlayStation 2 обзавелась конкурентами в лице Original Xbox и GameCube.
И получилось так, что разработчики параллельно создавали Lost Kingdoms для Nintendo, Murakami Renegade Mech Pursuit и Otogi для Microsoft, ну и по традиции Armored Core для Sony. Ввиду такой сильной занятости, новая часть просто не могла выйти абсолютно другой. Оставалось лишь работать с тем, что требовало минимальных правок, и создавать необходимый для полного комплекта контент. К моему удивлению, тройка в комьюнити получила статус чуть ли не лучшей части в серии. Если заглянуть на Metacritic, рейтинг от рецензентов оказался ниже, но вот рейтинг пользователей при большем количестве оценок стал выше. Да и в целом прием новой игры вышел позитивным, пускай и не столь ошеломляющим, как в случае со второй частью. Мир в будущем разрознен войнами и катастрофами. Этот период времени был окрещен как Великое Разрушение. Жить в родном месте ныне невозможно. Города в руинах, опустошены. Правительство решило переселить людей подальше от поверхности, создав под землей новую жизнь. Покрытый оказался спасательным берегом для тех, кто смог продержаться до конца. Чтобы обеспечить дальнейшее проживание в удовлетворительных условиях, была создана система искусственного интеллекта. Ее прозвали контроллер. В задачи системы входят слежка за человечеством и обеспечение безопасности. Вскоре на передний план из тени вышли корпорации, стремящиеся возглавить новый строй и возвысить важность военных организаций вместе с развитием разного рода техники. Так начался локальный конфликт, затрагивающий жизни простых граждан. Неожиданно контроллер стал использовать этот конфликт себе во благо. Он манипулировал компаниями, дабы те не мешались на пути становления порядка. Натравив их друг против друга, контроллер снял с себя внимание, все еще используя компании как пешки. Идеальный план в теории, однако ему помешало одно важное обстоятельство, о котором позже. Сеттинг и атмосфера вернулись к самой первой части. Ее стиль отразился в очередной итерации не только в сюжетной части. Весь визуал и в том числе музыкальное оформление сказались на данном выводе. Если прошлые тайтлы старались уводить игрока в светлые тона с относительно открытыми локациями, теперь мы снова в закрытых, бесконечно мрачных секциях. Даже город выглядит депрессивно и одиноко под закрытым куполом. Изначально ты воспринимаешь вещи как должное, однако со временем станешь замечать, что в тройке усилили чувство безнадеги. Особенно когда ты один на миссии, без помощников, без направлений. Я должен высказаться про саундтрек ближе к концу ролика, но без него мне не получится в данный момент идеально продемонстрировать, почему он теперь так важен. Сведя общую цветовую палитру ближе к теплой вместе с преобладанием тьмы, игрока осадили напряжением и паникой. Кроме того, разработчики поработали над звуком. Это касается не только того, как стреляют пушки и передвигаются мехи. Окружение стало задавать тон в том числе. Как бьются стекла, как начинает скрипеть труба, заполненная водой, которая скоро затопит помещение. И к описанному прибавляется музыка. Авторы почистили аудиоряд, оставив только нужные им мотивы. Они в свою очередь часто бьют по голове, настолько они тяжелые. Музыка в большинстве стала больше акцентировать внимание не на универсальности, а на конкретном действии. Ради этого стиль снова сменился. Разработчики хотели еще лучше подчеркнуть мрачность и отчаяние в конкретных миссиях. Из-за этого мне местами становилось вправду дискомфортно, словно я нахожусь в безвыходной ситуации, итог которой серьезно на мне скажется. Конечно, полностью заполнять новые локации мрачными коридорами авторы не решились. На арене можно встретить резервуар с открытым ясным небом, лес с густым туманом, руины в аналогичной локации, пустыни с бурей. Однако это исключение из правил, и мне нравится такая идея. Тройка здесь отлично следует правилам оригинала, сгущая краски благодаря возможностям новой системы. Так и должны работать игры, строящиеся на базе более старых проектов. Как полагается каждой новой части, меню встречает нас обновленным видом. Конечно, интро в этот раз тоже выдалось отличным и дает какое-никакое представление о дальнейших ивентах. Однако нас интересует нововведение. Мне очень нравится обновленный футуристичный дизайн. Он подчеркивает дарковость сеттинга и в то же время смотрится стильно и приятно. Пожалуй, это один из лучших интерфейсов эры PS2.
Что зацепило мое внимание, теперь позволяет сохранить в ангаре несколько билдов, на случай, если вы захотите сохранить сетапы, а не выстраивать их заново по надобности. Это сделано удобно, к тому же красит общий внешний вид. Заходишь в раздел, а тут твои любимчики ждут вылета. Переносить данные со второго гена уже не получится. По сути, игры отличаются слабо, но такой метод работает исключительно внутри поколений. Еще достаточно нововведений в механиках и в магазине. С этой части игроку уже со вступительного ролика демонстрируют интересный аддон – Exit Orbit. Он встроен в ядро меха и активируется при нажатии на стик. С этим есть, конечно, свой нюанс. Так выходит, что ядро не может одновременно содержать овербуст и лазерное оружие, потому вы стоите в данном случае перед выбором. Лично мне механика показалась занятной. Аддон наносит достаточно урона и в некоторых случаях служит основным источником урона, а не вспомогательным. Во-вторых, фактически патроны бесконечные. Это связано с тем, что энергия для амуниции берется из самого билда. Ультимативным оружием эта штука не стала по двум причинам. Речардж достаточно продолжительный, потому нужно пользоваться оружием осторожно, иначе в нужный момент вы не воспользуетесь им. Во-вторых, это затраты на энергию. Если не уследить, придется постоять несколько секунд на перезарядке. Лично я рекомендую обзавестись армором с Exit Orbit в тех случаях, когда у вас уже достаточно быстрый билд и вы слабо пользуетесь овербустом. В таком случае вы будете в меру мобильным и эффективным. В целом, собирать пригодные билды в третьей части стало проще. Новых деталей отваливают как вам лично в ангар, так в магазин по мере продвижения. Прогрессию отрегулировали так, чтобы вы не сидели большую часть игры с одним и тем же роботом, а постоянно находили мотив обновляться. И по этой же причине именно в третьем гене я стал чаще экспериментировать со сборками. Вставлять роки, сплоченные с базуками, ставить кучу модификаторов, пытаться поставить идеальный сетап для адекватного отображения радара с прицелом, ибо изначально вид Narrow in Deep почти неюзабелен ввиду мелкого окна. А вы не забывайте, что это все еще экшен с мехами, где управление камерой осуществляется горизонтально при перемещении, а вертикально при нажатии на L2 и R2. Human Plus больше не существует, отныне в наличии его аналог с не менее интересной историей – OP Intensify. Название предмета – это целая гипербола. OP в играх расшифровывается как Overpowered, то бишь, если переводить на русский полное название – усиление чрезмерной мощи. Японцы, как обычно, в своем репертуаре. Таким же мрачным оригином, как Human Plus, данное улучшение не обладает. Его так-то и получить при первом прохождении не получится. Он открывается в магазине за бесплатно при следующем прохождении. Поставляет его анонимная личность с просьбой победить на арене AC с псевдонимом Exile. Что лично мне показалось ироничным, это его обращение. Он хоть и дает нам аддон для помощи, при этом утверждает, что его использование довольно грязный метод. Эта фраза возникла из прошлых игр. Human Plus серьезно влиял на общий баланс и позволял людям с меньшими затратами нервов проходить арену и миссии. Некоторая часть комьюнити оставалась недовольной тем, что кто-то с меньшими навыками пилотирования способен достичь аналогичных результатов. Конечно, с позиции обычного геймера тейк звучит забавно, какая вообще разница, как человек играет. Однако подобный ход заложил свод локальных правил. В дальнейшем он обретет смысл, однако на момент третьего гена фраза остается смешной, ибо игроку так или иначе придется пройти довольно сложный путь. Получить аддон при первом прохождении благодаря минусовому балансу уже не выйдет. Теперь на его месте разве что экран гейм-овера. Я все же был рад тем изменениям с точки зрения режиссуры в сиквеле. CGI-ролики приветствовались каждый раз улыбкой. Не обязательно, но они сделали эти катсцены. Постановки на движке также радовали, они придавали жизнь миссиям, словно это важные действия в рамках созданного мира. Говорю я это к тому, что тройка вновь обделила нас подобным контентом. Убрали причем не только перерендеренные вставки, тут и обычно хоть с каким-то действием не хватает. Чем я остался доволен, они нивелировали данный недостаток геймплейна. Часть миссии состоит из нескольких фаз, и какой-нибудь из поздних этапов может поразить своей неожиданностью. Ввиду наличия подобных выходок, разработчики добавили возможность подбирать союзника на миссию. Иногда заказчик подкидывает деньги на дополнительные затраты. В этом случае вы вольны выбрать саппорт. Вам дается набор из нескольких MT и AC. Кого брать, решайте сами. Отдельно отмечу, что в игре есть один слабозаметный, но трогательный момент.
Как я понял, если вы успешно завершаете миссию с напарником, от этого зависит не только ваш финальный счет, а еще его дальнейшая судьба. После одной из миссий конкретный человек может написать вам на почту и поблагодарить за сотрудничество. Причем особенно сильно запоминаются сообщения, где пилот рассказывает, что он теперь не за рулем МТ, а за полноценным IC, и что именно благодаря нам он выбился в ранг выше. Казалось бы, просто письмо, но у тебя проявляется симпатия к подобным напарникам, просто потому что это не только моделька в меню выбора и на миссии, это личность. Иначе говоря, разработчики стали создавать эмоции и настроения путем доработки геймдизайна, а не визуально. Кто-то скажет, что мы таким образом вернулись обратно в PS1 эпоху, однако это тоже неплохо. Заметным отличием я считаю свежий подход к прохождению. Не зря разработчики выделили в гараже 3 слота под меха. Приготовьтесь подстраиваться под 2 основных режима, поскольку градус сложности в сравнении с прошлым поколением повысился. Миссии стали требовать большей вариативности в билдах. Часто попадаются локации с необходимостью пересекать водные просторы, и если у вас нет глайдеров, готовьтесь сойти ко дну. Попадаются задания, где от вас потребуется не только массивный и вооруженный до зубов робот, а маневренный и способный свободно летать. В плане левел-дизайна разработчики действительно привнесли забавные новшества, благодаря чему игрового разнообразия стало больше. Однако тут скрывается неудобная деталь – баланс продолжительности сильно скачет. Если раньше миссии проходились за примерно одинаковый промежуток, то теперь градации от условной минуты до 15 минут. Я серьезно, иногда это слишком бесит. На убийство подбоссов много времени не уходит, зато под лабиринты с кучей тупиков и других неприятных сюрпризов может уйти не 1 и не 2 подхода. Мне было особенно весело проходить подобные этапы, поскольку я не имею ни малейшего понятия, в чем проблема, но именно на 3-й части перестала работать карта. Она включается и функционирует как надо, просто геометрия локации отключена. Играл я с эмулятора, перепробовал кучу настроек, образов игры. Итог 1. Проходи как сможешь. К слову, нельзя сказать, что это был совсем негативный опыт. Находить выход из бункера почти вслепую в самую последнюю секунду оказывалось неимоверно круто. Ай. Пиздец. Mission objective achieved. System switch to normal mode. Количество мобов стало адекватнее. Так подумал я, пока не понял, что авторы подобным ходом воспроизвели рокировку. Ведь если раньше ты был готов к осаде кучи волн прямо на твою голову, теперь приходится ожидать самый рандомный расклад. Опять же, это отлично играет по эмоциям и ожиданиям от очередной миссии. Но иногда задумываешься, а стоило ли так жестить? Самый идеальный пример – это миссия по активации 3 ключей. Суть вы уже уловили – найти 3 пароля и ввести их в конкретном месте. Все бы ничего, и даже без обычной карты справиться возможно. Однако на выходе из комнаты с активацией системы вас станет поджидать мощный AC. И у меня не вышло завалить его сразу, потому что на задание я перешел с руками-ракетницами и чейнганом. То есть почти всю амуницию я уже всадил простых МТ, чем мне его остается бить? Аналогичная проблема возникла в миссии на руинах, где сначала поджидала засада, а затем сражение одновременно с 2 AC. Опять же достаточно мощными. Что мне понравилось, тройка отличается разнообразием боссов. Пускай и не шибко сложных, конкретные соперники особо примечательны своим дизайном и поведением. Причем боссами выступают не только привычные AC, тут и экспериментальный подводный меха, и массивный МТ в центре пустыни с дополнительным боевым модулем. Фромы постарались внести баланс между обычными и особенными миссиями, которые игрок потом запомнит. И раз уж дошли до соперников, помните, какой была арена в сиквеле? Враги имели собственные ярко выраженные черты, они пытались выступать на арене с кучей промахов в сборках, но за это ты их и запоминал, ты ассоциировал свой опыт с другими пилотами. И как же было круто в конце сражаться с Аресом, вспоминая весь проделанный путь, от ретарда до профи. Здесь From Software пошли от обратного, теперь враги, как и раньше, имбуют со страшной силой, даже самые первые. Ранние противники слабо примечательны, потому что они просто крутые, в них нет запоминающихся моментов. Я стал отмечать позиции ближе к финалу по причине, которая произошла только потому, что разработчики не углядели за балансом.
Враги становятся настолько мощными, что уже перестают понимать происходящее. Один из AC очень любит летать, до такой степени, что он ни разу не садится. Так вот, на резервуаре я впервые узнал, что соперник может проиграть, если он улетит за границу карты вертикально. Я предполагал, что за уход с территории горизонтально дается штраф, но чтобы его по высоте отхватить, это неожиданность. Второй такой любитель полетать тоже был, а с ним еще смешнее. Этот придурок даже не пытается изменить свою стратегию, оставаясь упертым башкой к потолку. Из таких индивидов финал состоит, потому тот же Арес по факту вышел сложнее Эйс. Да, это все еще сильный противник, но первый был апогеем сложности в Armored Core, справиться с которым было невероятно трудно. Здесь берешь устоявшиеся за последние две категории билд, стандартную арену и вперед. Иронично, однако про сам центральный сюжет рассказывать практически нечего. Но с точки зрения лора есть много интересных и важных находок. При работе с материалом я наткнулся на статью о книге Armored Core 10 Vox Complete File. Помимо концепт-дизайна, там указаны подробности касательно таймлайнов и дополнения к ответам на вопросы фанатов. И по правде говоря, только благодаря этой документации появилось более ясное видение мира, созданного разработчиками. Игра, как всегда, не красноречивая и не прямолинейная. Ранее освещенный город был построен еще до Великого Разрушения и до становления контроллера. Судя по некоторым деталям, жители отправили туда из-за непригодной к жизнедеятельности поверхности Земли. Людей поначалу приспосабливали к иному раскладу благодаря смене времени суток внутри Layered, согласно которому привычные 365 дней в году и 24 часа в сутки менялись по указаниям системы. Также уточняются и события из мира военной техники, создание первых МТ и внедрение изученных основ для реализации нового крупного проекта – Armored Core или же AC. Казалось бы, все идет закономерным путем. Люди потеряли бывший дом, зато есть новый, находящийся под чутким контролем искусственного интеллекта. Но контроллер совершил несколько ошибок, которые позже приведут к серьезным последствиям. Во-первых, в один из ранних годов грянувшей эры он обнаружил, что поверхность планеты стала вновь пригодной. И вместо того, чтобы восстановить там жизнь, ИИ просто поменял календарь внутри Layered на обычный земной, чтобы люди не сходили с ума от перемен. Во-вторых, система была не идеальная. Сбой в разделе экологического контроля привел к смертям множества жителей из-за ухудшенной подачи воды и кислорода. Особенно потери сказались на компании Крест. Она же наряду с Mirage однажды организовала разработку МТ и последующих линеек меха. Система попыталась скрыть ошибки от людей, но слив информации о правдивом статусе поверхности и причинах смерти привел к созданию группы мятежников Union. И тут уже можно пойти от аналогии с ранними частями, поскольку ранее появлялись компании вроде Indies или Frighteners, состоявшие из повстанцев. Вы, возможно, зададитесь вопросом: окей, а где среди всего балагана находится наша организация – Raven's Nest? Ее в данном таймлайне фактически не существует, но, опять же, исходя из аналогии, разработчики придумали Global Cortex, по сути тот же Raven's Nest под другим названием. Поэтому пока придется выступать от его лица, что в целом сильно канон не меняет, поскольку хоть прямо старый нейминг не используется, термин Ворон по-прежнему ссылается на пилотов AC. По традиции нас поручают оператору. В этот раз ее роль исполнит Лейн Мейерс. И хоть убейтесь, я не вижу разницы между ней и Нелл из двойки. Психотип тот же самый. В этой игре, кстати, мы снова повстречаемся с арахнидами. Это в дополнение к общему лору. Часть компаний проводила эксперименты по биоинженерии и создавала вот таких тварей. Информации по миру игры действительно в достатке, но что важно отметить, сама история выдалась схожей с оригиналом. Считать ли это плагиатом или ленью, решайте сами, поскольку здесь складывается полный пак проблем. Время на разработку, куча висящих проектов, необходимость дать франшизе свежее дыхание, потому и пришлось пойти на самокопирование в угоду будущим поколениям. В каком-то смысле даже ирония, ведь обеспеченный цикл бедствий в каждом из таймлайнов вырастает из конвейера серии. Авторов можно было бы похвалить за более интересный вид истории. К тому же на миссиях стало происходить хоть что-то. На связь то и дело выходят сторонние лица,
При задействовании группировок происходят диалоги. И насколько иногда больно слышать последние слова товарищей по работе. Их не развили достаточно, чтобы к ним привязаться, однако ты понимаешь жестокость и хладнокровие людей. Ведь при очередном убитом AC операторы даже не дрогнут, а будут настаивать на продолжении миссии. Для них это типичный день службы, а заказы должны быть исполнены любой ценой. Цена подобных смертей минимальна, потому и поднимать шум не приходится. Не стоит удивляться своевременному предательству, когда наши заказы станут идти против воли контроллера. Машина обеспечила себе веру со стороны людей и вечную службу во имя псевдо-лучшего мира. Враги идут на смерть ради плана, которому не суждено быть реализованным. У системы есть собственные причины держать людей под куполом. И чтобы решить данный вопрос, Union стали искать расположение ИИ. Пора вывести его из строя и обеспечить себе надежду на будущее. Финальная миссия, как всегда, говорит за себя одним лишь мотивом на фоне. Пускай кошмарить сильно нас не собирается, настроение неопределенности и смятения идеально передается игроку. Мы не знаем, куда идем и ради чего идем. Что если мы действуем в корне неверно и только погубим человечество, которое уже успело однажды собственными руками задушить родной дом? Armored Core 3 не ставит нас в эталоны, как и первая часть серии. Она создает образ независимой личности, совершающей действия во имя своих предположений и интересов. На задании в один момент на связь выйдет Крест и попытается урезонить вопрос. Узнать, почему мы стремимся уничтожить прежний порядок. Тем не менее, представительство организации прекрасно понимает, что уже поздно для переговоров. Протагонист совсем недалеко от нужной ему комнаты. Они желают нам удачи в достижении истинно верной миссии. Той, что точно должна дать людям шанс выжить. Вместо привычного босса, как старые добрые, перед нами встанет пара AC. Аналогов Nightball тут нет, зато есть неплохие пилоты, даже не пытающиеся идти на контакт. Они верно служат господину за стеной и не намерены отступать. А мы тем более возвращаться назад не смеем, потому идем в бой. Обидно, что это сражение довольно простенькое. Я понимаю, что придумать лучшего исхода у меня бы не получилось, но все же пара AC тут лишняя. Стоило выкинуть против нас одного, но очень мощного соперника. К примеру, это мог быть Эйс с арены, что было бы логично подкреплено историей. А так просто неплохой бой. Никаких предварительных сообщений от контроллера поступать не будет. Все, что нам остается, это отрубить компьютер и насладиться прекрасной конечной заставкой. Для чего же контроллер так активно стремился скрыть правду и оставить людей проживать до конца своих дней во мраке? Легко предположить, что мотивы аналогичны системе из первых игр. Люди сами себе враги и должны быть изолированы под серьезным контролем. С другой стороны, в этот раз его действия не воспринимаются до конца антигуманными. Он обеспечивал людей необходимой инфраструктурой, пускай и с ошибками. Пытался искоренить войны компаний путем манипуляций. К тому же не стоит забывать, с кого вся эта миссия по заточению началась. До самой последней секунды ты веришь, что протагонист славно послужил и освободил людей. Однако действительно ли оно того стоило? У каждого в данной истории были свои мотивы сражаться, но на счету людей слишком большое количество грехов.
И хоть история пытается позиционировать общество в качестве рабов машины, считать это однозначно плохим решением не выходит. Они сами виноваты в случившемся. И тут дело не только в великом разрушении, в создании контроллера, в переселении под Лейерд. Люди и до этого совершали ошибки, постепенно убивая свой вид и планету, подарившую им жизнь и процветание. За счет того, что это уже второй цикл деградации человечества, разработчики в нас закладывают послание. Стоит ли так сильно напирать на несовершенство технологий, что принадлежат нам самим? Контроллер, в отличие от ИИ из ранних тайтлов, не воспринимается столь ужасающим творением. Оно выполняло свои директивы в стремлении защитить человечество от самих себя. Возможно, и описанные ошибки системы в будущем могли быть учтены, и жители продолжили бы с комфортом жить в условиях, где они не смогут больше причинить зла. Мы стали говорить однозначно касательно намерений людей, потому что история не позволяет им ныне доверять. Это третий глобальный конфликт, который застает игрок, и при каждом прошлом конфликте он находил всякие оправдания. Но тут сюжет достаточно прямолинейный в своей сути и короткий. Конечно, Рейвен вновь освободил бедное общество от порабощения, однако в который раз мы этим занимаемся? Почему бы просто уже не смириться с уродливым по своей натуре человечеством и сдаться? Ответ прост. Мы сами не позволяем этому свершиться. Мы сами постоянно выходим на такой конец. Мы сами только что помешали миссии контроллера, и последствия нас не заставят так долго ждать, хоть и не в столь явной поначалу форме. Начало следующего поколения можно было назвать удачным. Продажи хоть ниже, чем во второй части, все еще оставались для японского рынка удовлетворительными. Стоило ожидать очередного развития, каких пока у серии из достойных внимания было только одно – Master of Arena. И казалось бы, Фромы могли в очередной раз выкатить стороны ответвления. Но нет, в 2003 году вышло прямое продолжение Armored Core 3 с подзаголовком Silent Line. И знаете, это первый случай в серии, когда сиквел в рамках гена вышел даже круче оригинала. Armored Core 3 Silent Line. События новой игры разворачиваются спустя некоторое время после финала тройки. Жители стали переселяться в новые регионы, еще существующие компании сменили свои позиции. Те, кто был предан контроллеру, осознали степень своих ошибок и пытаются разгрести созданный хаос. Однако некоторые лица, желавшие за счет ряда минувших событий взойти к власти со своим порядком, начали выходить из тени покрытого города. Среди таковых была организация Мираж, к примеру. Естественно, возникло желание изучать регионы за пределами городской среды, где оказалась подозрительная территория. Неподалеку от основных жилых массивов за равнинами скрывалась разбомбленная зона, вокруг которой находились также здания. Высланные исследовательские группы не возвращались оттуда живыми. Информацию об этой сумеречной зоне не удавалось раздобыть долгое время. За свою хладнокровность и ненависть к странникам ее прозвали Тихой линией. Со временем было установлено, что местность охраняется не только внутренними войсками. Оказывается, на орбите Земли находится спутниковая станция с мощным лазерным оружием, способным приводить в ужас многих конкурентов по технике. Кому принадлежит технология и что именно пытаются скрывать в тайне, неизвестно. Однако по ходу выполнения миссии мы придем к ответу на вопрос. История стала конкретнее, хоть и не столь нагруженной в плане лора. То есть единственные основные поинты в рассказе — это эпилог к прошлой игре, существование Тихой линии, добыча информации о спутнике и зоне вместе с концовкой. Однако это хотя бы попытка вернуть в подобных сиквелах меняемое развитие истории. К тому же она приведет к интересным метаморфозам, в том числе ссылающимся на прошлые тайтлы. Игра частично сохранила прежнее настроение. Нас все еще заставляет бродить по мрачным комнатам вместе с ночными городскими локациями. Тем не менее, более освещенных территорий хватает на арене вместе с рядом исключений в миссиях. Но что я точно отметил, сами уровни стали свободнее.
Иногда левел-дизайнер понятие о камерности совсем терял. Например, миссии, где нам приходится планировать между авианосцами во время общего перелета. Сначала недоумеваешь от абсурда, затем даже начинает нравиться. Город своей сумрачной романтики не растерял. Даже наоборот укрепил за счет того, что в паре заданий разработчик позволяет насладиться видами с огромной высоты. Однако если в случае с третьей частью нагнетания и трагедия находились в приоритете, сейчас From Software взяли курс на динамику вместе с пафосом. Очень часто миссии проходятся с ранее небывалым темпом. Тебя постоянно держат в ожидании непредвиденных экшеновых ситуаций. Миссии стали настолько жесткими, что ты, не переставая, после их окончания будешь вздыхать со словами «Я смог выжить?». Тем не менее, в конкретных событиях во главе стоит драма. То начнется паника по рации со стороны связных, то миссии приветствуют тебя мотивами, словно ты отправляешься на последнее дело в своей жизни. И мне нравится такой микс. Silent Line обрела заметный прогресс в режиссуре и сочетании разных стилей. Разумеется, рядового пользователя такие заявления ведут в недоумение. Игра же осталась визуально один в один такой же. Это правда, графических новшеств ожидать не стоит. Silent Line во многом та же игра, что попала в руки к игрокам в 2002 году. Хотя повышать искусственно продолжительность разработчики не стали. Контента ровно столько, сколько нужно. Плюс миссии обрели заметную балансировку. Теперь они длятся почти одинаково, что позволяет лучше углубиться в их прохождение и не ожидать, что вместо нормального уровня вам дадут перестрелку на 30 секунд. Кардинальных изменений в базе действительно почти нет. Магазин и сборка билдов остались аналогичными. Никаких новых деталей и режимов не завозили. Единственное, что я нашел из забавного, в этой части появился режим от первого лица. Зайдя в настройку кокпита, можно выбрать вид из кабины. Таким образом, нагромоздив интерфейс лишней информации, Armored Core превратится в настоящий меха-симулятор. Играть, к слову, не совсем удобно, не хватает чувства высоты и глубины карты, ибо сам обзор стал меньше в этом режиме. Арена по сложности осталась аналогичной, даже карту не стали сильно менять, как разработчики уже пытались сделать при создании Another Age. Однако не стоит спешить с выводами, поскольку рассказ пойдет про миссии. Вот тут была проведена заметная работа над ошибками. Постановочных сценок стало больше. К CGI возвращаться между делом не стали, тем не менее нам снова выдают полноценные мини-сюжетки со своими занятными моментами. Брифинги вместе с информацией на миссиях стали интереснее и больше содержат повествовательный характер, нежели третья часть. Ну и самый заметный прогресс сказался на той самой постановке. Примерно до середины игры улучшение режиссуры ощущается среднее, зато на моей самой любимой 15-й миссии вы почувствуете, как круто умеют на самом деле обставлять события авторы. У игры очень классный опенинг, я бы сказал, мой фаворит во франшизе. В нем нам показывают битву рядом с тихой линией между мехами, в то время как на локации пролетают истребители и прочая техника. И ребята воссоздали похожую сценку внутри самой игры. Сначала мы неторопливо зачищаем местность от вражеских МТ, но затем мотив песни сменяется, а оператор говорит, что начинается обстрел орбитальным спутником. Ты носишься по зданиям в попытках спастись, лазер уничтожает все на своем пути. При этом МТ вместе с воздушной техникой не заканчиваются, нас все еще пытаются убить. И под конец на нас выходит серьезный противник, которого обязательно надо победить. Даже наш сотрудник в конце не верит, что нам удалось пройти миссию. Таких моментов Armored Core не хватало давно. Не только зрелищных сцен на обычных заданиях, но еще оправдание сложности благодаря сопутствующим фразам и настроению. Разработчики подобными приемами накаливают обстановку до предела, заставляя тебя думать, что ты выполняешь нечто крутое, нечто великое. Причем тенденция сохраняется. На одной из дальнейших миссий мы посетим старую локацию, где в прошлый раз избавились от контроллера. Во-первых, нас будет поджидать засада в лифте, и мы буквально будем обстреливать врага по пути вниз. Далее, уже в заброшенном холле, в комнате протагониста встречает второй AC. Но пока идет активная с ним битва, внезапно оператор говорит нам быть осторожными.
после чего уже третий по счету AC разбивает стекло и вылетает на арену. Причем враги явно знакомы, ибо после устранения одного из них другой в агрессии полетит на нас, говоря, что мы поплатимся за убийство. Каждое следующее задание – это настоящий флеш-рояль эмоций и действий. То нас попросят устранить террористов в штабе за отведенное время, попутно вылетая на улицу, где нет ничего, кроме открытого неба и города под ногами. То мы будем охранять убежище заказчика от вражеского AC, а вместе с ним на локации по нам будут палить воздушные войска. Миссия в аэропорту после второй половины мне сильно запомнилась благодаря контрасту визуального и повествовательного содержания. Требуется устранять летящие в нашу сторону ракеты несколько волн. Вначале играет незамысловатая мелодия, и кажется, что ситуация под полным контролем. Рядом напарник и троица ракетных установок, которые хорошо справляются со своей задачей. Ты метишься по плоскости, все сбиваешь, однако в один момент оператор начинает кричать, что здание терпит ущерб. А следом ты замечаешь, что так-то последнюю установку добили на твоих глазах. И лично у меня прямо по таймингу композиция обрела трагичные тона, после чего дошло осознание. Нам конец. Подобного мне зачастую и в современных играх не хватает, поскольку многие из подобных продуманы от и до, чтобы была единая интерпретация событий. Здесь разработчики возможную вариативность оставили на личном опыте игрока, чтобы каждый получал удовольствие по-своему. Именно поэтому по наполнению и режиссуре уровни в Armored Core Silent Line пока самые лучшие в серии. Каждый берет тебя и проносит через гущу событий. Игра стала сплошным боевиком, где перед тобой ставят уже довольно сложные комплексные цели. Если раньше миссии могли быть сложными ввиду неожиданных изменений или изначально высоких требований, тут весь наработанный материал воплотили воедино, что и позволило стать заданием наконец чем-то сложно подчиненным. Особенно в подобном плане я запомнил миссию по исследованию неизвестного региона. На операцию высылают несколько рейвенов, и каждый должен найти скрытый в недрах базы источник питания. Уровень продолжительный, ты на высокой скорости пролетаешь врагов, тебя блокируют в комнате с бесконечно вылезающими из стен роботами. И пока ты проходишь этот ад, ты слышишь по рации смерти союзников. Вслед за каждой из них оператор со смешанными эмоциями объявляет потери. Это бьет в первую очередь морально, поскольку возникает чувство тревоги и дискомфорта. Удастся ли вообще дойти до конца лабиринта и выжить? Ведь все мои товарищи давно мертвы. Я рад, что авторы проявили свой режиссерский талант и задали новую планку, превзойти которую еще предстоит. По моему рассказу у вас могло сложиться впечатление, будто это идеальная или близко к идеальному состоянию игра. И честно сказать, для меня Silent Line таковой считается. Ровно до последних 5-7 миссий, в зависимости от того, как вы играли. Не забывайте, что пропускать задания тут очень легко, и есть возможность пройти либо меньше, либо больше. Собственно, что не так с концом игры? У вас в жизни много было моментов, когда вы доходили до истерики сквозь слезы? В моем случае обошлось немного проще, но важно подметить, что если я делаю ролик про какой-то тайтл, мне нужно пройти его до конца, чтобы знать о чем и как рассказывать. Обманывать вас мне не сильно хочется, уж тем более в теме, которой мы импонируем. Я помню, что при первом прохождении несколько лет назад игра далась с трудом, но сейчас она мне далась с охерительно протяжным скрипом. Проблема вся в том, что разработчики в погоне за новым подходом к созданию миссий не доглядели самое важное – баланс. Игрок должен иметь даже при самых дырявых билдах возможность пройти миссию. Это банальное уважение к его выбору и его стратегии. Разработчик может наказать за неверное решение, но наказание должно быть скромным. А теперь давайте вспомним, что за черти сидят во From Software, и оборачиваем смысл предложения в следующее. Разработчик должен давать хотя бы шанс пройти уровень, потому что иначе это не имеет смысла. Silent Line в конце – аттракцион ненависти, паники и банального урона по психике. Причем ладно, есть шанс пару раз пропустить задание. В один момент игра начнет ставить только гейм-оверы, прохождение станет обязательным.
И тут выбирайте смерть сами. Упомянутый ранее полет между авианосцами без поддержки, где на последней фазе после обстрела кучи МТ на вас навалят еще пачку очень быстрых и постоянно летающих выше вас, а затем докинут и такую махину с кучей вооружения. Еще есть уровень лабиринт, где сначала сквозь боль вы пройдете огромную локацию, затем через мат устраните механизмы на стенах, чтобы выпустить напарника. Стоит еще отметить, что это действие на время, а лазеры в комнате обильно снимают здоровье. А чтобы скучно не было, вместе с напарником придется добивать AC. Как вам миссия, кстати, где вы добираетесь до комнаты, в которой вас поджидает, возможно, самый мощный враг в игре, который почти неубиваем? Мне не получалось ни разу его устранить, а пытался я очень долго. Суть миссии заключается в устранении генераторов, потому бой не обязателен. Так или иначе, если вы пришли сюда не с самым шустрым билдом, просто так завершить задание не выйдет. Вас будут постоянно расстреливать за секунды. А как же было круто сидеть с квиксейвами и несколькими билдами на миссии рядом с тихой линией. Если вы придержались волну с жирными и мощными МТ, которые по функционалу почти близки к рангу выше, на второй фазе вы дропнете задание и игру, потому что это на грани нереального. Высланные на вас враги неплохо уклоняются от выстрелов, а сами дамажут так, что продержаться и минуту очень трудно. Единственное решение, которое я нашел, брать танковый билд, нацепить пушки с 3,5к урона, нацепить плазмопушку на 2к урона и пытаться выжить. Мне все равно не получалось. Даже стоя вдалеке, выцеливая врагов с точностью до миллисекунд, действие превращалось в игру камень-ножницы-бумага. Не повезло? В тебя выстрел. Повезло? Следи за вторым. Только на 10-й попытке с этим билдом мне получилось уничтожить танка, однако оставался второй. От безнадеги я стал мансить около зданий. И в каком же шоке я сидел, когда я услышал заветный крик соперника. Миссия закончена. Я понимаю, что сложность должна расти в зависимости от роста опыта. В нашем случае сломанный баланс ведет к тому, что у игрока почти не остается выбора, кроме как сидеть и трайхардить до бесконечности ситуации, в надежде найти идеальное решение. Только по этой причине Silent Line не удается назвать лучшей из представленных частей. Она слишком беспощадна. Учтите еще, что я проходил игру не в первый раз и уже после первого и второго гена. Оригинальные части давали прикурить многим хардкорным проектам, а эта игра ставит новый рекорд. Попробуйте отгадать загадку. Мы зафиксировали, что Armored Core 3 является переосмыслением событий первой игры. Они изменили несколько переменных, оставив основную суть почти нетронутой. Поменялось лишь восприятие от концовки, поскольку сами события в рамках вселенной лучше освещены и лучше дает понять, кто же истинный виновник. Так вот, у оригинала было два продолжения – Project Phantasma и Master of Arena. Внимание, вопрос: на чем основывались разработчики, создавая Silent Line? Даю подсказку, это прямой сиквел тройки, то есть приквелом она быть уже не может. Правильный ответ вы, думаю, уже составили. Игра поначалу задает события, которые мы ранее не видели. Четкая и однозначная экспозиция без возможности интерпретировать историю иначе, ибо есть факт существования тихой линии и есть факт того, что она охраняется. Никаких метафор или скрытых посланий. Большая часть игры протекает закономерно. Сначала компании пытаются достичь орбитального оружия. Мираж даже повторяет мотивы Муракума Millennium из первой игры, когда те собирались использовать пушку правосудия для свершения мести. В моем случае им это не удалось сделать, и станция осталась висеть на орбите без питания. Туда и собственное место. Затем начинаются попытки раздобыть информацию о запретной зоне. Даже с отключенной станцией событие масштабное, ибо пехоты все еще в переизбытке. Помимо этого, стоит учитывать также контекст общей ситуации. Компании понесли потери из-за массовой блокировки искусственного интеллекта. Офис, занимавшийся разработкой новых версий ИИ, особенно пострадал, однако часть народа удалось спасти. Подчиненные роботы не только перестали выполнять команды, они стали действовать против своих владельцев. Это можно заметить на нескольких ранних миссиях.
На предпоследнее задание мы идем с целью обесточить фабрику, где должны скрываться ответы на нужные вопросы. Кто стоит за массовой хакерской атакой и что скрывает тихая линия. Эта миссия дорого обойдется Global Cortex, ее организатору. Множество напарников с разных точек завода погибнет под обстрелами МТ, и только нам удастся добраться до центра и обесточить завод. Результаты поисковой группы выдали шокирующий результат. В этом же здании находился тоннель, ведущий к еще одному Laird, помимо известного. Оператор Эмма Сиерс первый доносит информацию, после чего задается вопросом, дадут ли нам ответы положительное будущее, или же там скрывается нечто, что обратит человечество к бездне. Финальная миссия проходит в недрах заброшенной базы. Заброшена условно, ибо своим видом она намекает нам, что функционирует место до сих пор. В начале миссии рация почти затихает, однако оператор успеет услышать человека, чему присутствию она будет удивлена. Это Сера Кросс, ученый, которого мы спасли при осаде офиса по разработке ИИ. И ее голос будет нас сопровождать до самого конца. Причем, что забавно, Сера идентифицирует наш серийный номер, сопровождает нас через множество закрытых дверей. Она никак не против нашего присутствия и спокойно пропускает на нижние уровни. Я говорю подобным образом, поскольку перед загрузкой ради последнего босса откроется истина. Некоторые игроки, которые внимательно читали почту и последний брифинг, все поняли уже на моменте начала задания. В прологе оператор Global Cortex задается вопросом, может ли стоять тот самый ученый из разработки ПО за всей катастрофой. А сейчас вернемся к вопросу, кто такая Сера и почему она была так примечательна для нашего оператора. После того, как роботы массово поехали крышей, таинственная незнакомка также пропала с радаров. Она какое-то время сотрудничала с нами, а затем сообщения от нее перестали поступать. Складываем 2 плюс 2 и получается следующая картина. Сера с самого начала не была человеком и была внедрена в офис по созданию ИИ кем-то со стороны. По факту это вторая личность системы под названием Ибис. Она же в свою очередь является, верно, контроллером, но уже второго покрытого города. Таким образом выявляется весьма страшная теория. Что если город, события в котором проходили в третьей части, далеко не единственный? В таком случае множество подобных городов до сих пор функционирует, и в каждом из них есть свой владелец в лице системы, обеспечивающий функционирование зоны. Switching modes. Engaging final directive. Финальный босс под стать игре. Сложный. Я бы сказал, что это самый сложный финальный босс из освещенных игр. Увлекателен он в первую очередь тем, что на первых порах ты даже не понимаешь, как его валить. Он слишком быстр, слишком обеспечен энергией и слишком часто бьет. Только потом придет понимание. У этого босса есть паттерны. Есть окна, когда он приземляется и начинает массовый обстрел. Вот тогда стоит отходить и валить его всем, чем можно. Так проходит весь босс-файт. Он, в отличие от Найнбола в первых играх, абсолютно честный и в то же время сложный и заманчивый. Это проверка билда игрока и его наработанных за прохождение скиллов. Вот бы не пришлось к нему еще каждый раз через весь уровень приходить, было бы в разы лучше. А так, Ибис представляет серьезную угрозу и достоин титула по-настоящему последнего босса. XA26483. My function is complete. Raven. The rest is up to you. Raven, can you hear me? Raven, please copy. Over. Посыл концовки аналогичен Мастеру Фарина и первой игре. Мы прошли через ад и достойны вести человечество в будущее. Однако концовка открытая и все еще оставляет упомянутый вопрос. Сколько на самом деле существует Laird и что там происходит?
Одна тема в меню третьей части под названием No More Cry говорит: вы пришли в игру с одним из лучших саундов эпохи PlayStation 2. Звучание снова подкорректировали, и тут стоит зацепить коллектив, что работает над музыкой. Это трио композиторов – Цукаса Саита, Юки Ичики и Кота Хошина. Эти люди достойны отдельного упоминания, поскольку они впоследствии соберут других личностей из группы Sound Direction и создадут коллектив Frequency. И это на моей памяти единственный случай, когда люди, стоящие за разработкой игры, вскоре перешли в полноценное создание музыкальных альбомов. На самом деле, то, что песнями в Armored Core заведуют профессиональные музыканты, сильнее всего заметно именно в эпоху третьего гена. Инструментал стал конкретнее. Психодела меньше, зато настроение теперь проявляется более выразительно, а набор инструментов оставляет в умиротворении. Авторы стали совмещать милитаристские мотивы с даже церковными. Молящий вокал, жесткие ударные, духовые инструменты. Это вы слышите при просмотре интро-тройки, и Artificial Sky идеально задает дальнейший спектр. Однако я бы не назвал упомянутое трио классными композиторами, если они не умели удивлять. Саундтрек состоит как из драматичных и пафосных треков, так и совсем уж развлекательных. И это тот случай, когда я ставлю без особых раздумий плейлист игры на фон. Он от начала и до конца восхитителен. Сравнительно спокойный и мелодичный In My Heart и Milk, тревожный Your Doors и Bravado, пафосный во всех отношениях Freeverse, который одним звучанием задает настроение приближающегося экшена, напрягающий и вводящий моментально в темп Declare и Box Heartbeat. Перечислять можно почти все композиции. Они исполнены гениально и в то же время идеально совпадают с темой игры. Меланхолия и трагедия. Спокойные примеры лишь добиваются паузы между творящейся безнадегой. Все же мы играем не в хоррор или триллер, потому душить до последнего игрока нет смысла. On Satellite – идеальное звуковое сопровождение для финальной миссии. Насколько круто вокал вводит тебя в состояние апатии, и как грамотно инструментал пытается сопроводить тебя до последней двери, мотивируя воспевающими моментами двигаться ради истины. Поэтому миссия проходится быстро, тебя заставляют идти дальше. Ты понимаешь, благодаря моральному направлению песни, что это путь в один конец, и бежать уже бессмысленно. А тема администратора до сих пор звучит нереально за счет бешеного ритма и агрессии, сильно контрастирующих на фоне прошлой композиции. Silent Line сохраняет тон предшественника. Я бы сказал, что авторы лишь произвели подмену композиции. Сильных изменений замечено не было. Но как же чертовски эпично обыграна главная тема игры. Из-за нее я чаще всего пересматриваю опенинг именно этой части. Она сочетает то, что я больше всего люблю в музыке, так называемая психодрама. Когда тебя трек настолько давит своим звучанием, словно ты веришь в то, что сейчас произойдет нечто важное. В остальном и сказать больше нечего, за исключением того, что в сиквеле добавили больше милитаристских и пафосных саундов. Главная тема игры исполнена в 4 вариациях, и в каждой из них прослеживается атмосфера мрачного поля битвы. Мне было забавно слышать и видеть конкретные треки. Я не знаю, кто и как их писал, но представьте, что в саундтреке игры про сражение меха с множеством философских вопросов есть композиции под названием Move the Car и Monkey Likes Daddy. Хотя даже они слушаются отлично. Даже если вы не собираетесь ознакомливаться с франшизой, рекомендую послушать хотя бы саундтрек 3 и Silent Line. Просто мне даже трудно привести аналоги, ибо я впервые слышу такой микс в играх. Обычно композиторы сосредотачиваются на конкретных жанрах, стараясь не выходить при этом из общего стиля. Цукаса Саита со своими подчиненными не боялся идти на эксперименты, что дало нам один из лучших плейлистов 6-го поколения консолей, по моему скромному мнению.
From Software находились после второго гена в трудной ситуации. От них фанаты ждали развития идей и амбиций. В свою очередь, разработчики думали над тем, как задать новый вектор развития и продолжить франшизу в другом ключе. Мир игры обрел новые краски и более детальное описание. При большом желании эти истории можно перевести в формат книг или фильмов. Но стояла еще и другая цель – показать игрокам свою личную позицию касательно будущего еще явнее. Ведь если в прошлых играх мы могли ответить за каждого и каждому присвоить условный ярлык, пускай он мог и не до конца соответствовать правде. В третьем гене сценаристы встают на старые рельсы и модифицируют их. Мы увидели по факту ту же самую историю, но нам ее представили не как первостепенную линию, а вклиненную в основу другой сюжетки. И тут, пройдя через всю путаницу, игрок сделает соответствующие выводы. Пытаться ли в следующий раз надеяться на реабилитацию человечества или идти дальше, к погибели. Masters we can see all.